Всем привет, я Стася, и в этом видео я покажу, как сделать фигурку мишки с луной крестиком. Ставь лайк, если любишь бисер, и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новинки, а мы начинаем. Для фигурки нам понадобится чешский бисер номер 10, фиолетовый, розовый, черный и желтый. Прозрачная леска с сечением 0,22 мм, длиной 80 см. Для наглядности в видео я буду использовать черную леску, а вы берете прозрачную. Схема медвежонка. Плетение начинаем с нижнего левого угла. Первое звено состоит из 3 фиолетовых и розовой бусины. Отделяем 2 фиолетовые и розовую. Крайнюю фиолетовую переплетаем крест-накрест. Сравниваем концы лески между собой, держим пальцами и затягиваем. Вот такой первый крестик. Второе звено. На один из концов лески наберите одну фиолетовую, а на второй 2. Там, где одна бусина, отправляем ее к плетению, а там, где 2, разделяем их между собой, крайнюю крест-накрест, затягиваем. Делим концы лески на правую часть и на левую. Это мы делаем для того, чтобы не сбиться в рисунке плетения. Третье звено. На левую часть лески наберите, пожалуйста, одну фиолетовую, а на правую 2 желтые. Фиолетовую отправляем к плетению. Там, где 2 желтые, разделяем их между собой, крайнюю крест-накрест. Четвертое звено. На левую часть лески наберите 2 фиолетовые и желтую. Делаем разворот слева направо. Фиолетовую отправляем к плетению, желтую крест-накрест. Если вы все сделали верно, то обе части лески у вас будут сбоку. Делим лески на нижнюю часть и на верхнюю. Пятое звено. На верхнюю часть лески наберите 2 фиолетовые и желтую. Желтую переплетаем. Так мы сделаем разворот сверху вниз. Снова делим лески на правую часть и на левую. Шестое звено. Левую часть лески пропускаем через желтую бусину. А на правую часть лески набираем 2 фиолетовые и переплетаем крайнюю фиолетовую бусину. Обратите внимание, что леска, выходящая с левой стороны, всегда будет проходить через соседний ряд. Сначала в шестом звене через желтую, потом через фиолетовую и через розовую бусину. Плести мы будем вниз. Как это выглядит в плетении? Берем леску с левой стороны. Ее концом проходим сверху вниз через желтую бусинку и аккуратно вытягиваем леску. Затем на правую половину набираем 2 фиолетовые, крайнюю фиолетовую переплетаем и получается вот такой крестик. Седьмое звено. Левую леску через фиолетовую, а на правую набираем фиолетовую и черную бусины, черную крест-накрест. Восьмое звено. Левую через розовую бусину, а на правую 2 фиолетовые, крайнюю крест-накрест. Девятое звено. Берем леску с левой стороны и набираем на нее 3 фиолетовые бусины. Крайнюю переплетаем крест-накрест. Делаем разворот слева направо.
Далее лески делятся на нижнюю и на верхнюю. 10 звено, в нем нужно сделать разворот снизу вверх. Для этого на нижнюю часть лески наберите 3 фиолетовых и крайнюю фиолетовую переплетаем крест-накрест. Снова лески делятся на правую и на левую. 11, 12 и 13 звено. Леска, выходящая с левой стороны, будет всегда проходить через предыдущий ряд звеньев 8 звена, 7 и 6. А на правую часть лески нужно будет набирать бусины для того, чтобы формировать звенья. 11 звено. Левую часть лески пропускаем через фиолетовую бусину, а на правую набираем одну черную и одну фиолетовую. Двенадцатое звено. Левая через фиолетовую бусину, на правую набираем 2 желтые. Тринадцатое звено. Разворот слева направо. Левую часть лески нужно пропустить через фиолетовую бусину. И на нее же набрать одну фиолетовую и желтую. Если вы все сделали верно, то обе части лески должны оказаться с правой стороны. Далее леска делится на нижнюю часть и на верхнюю. 14 звено. В нем нужно сделать разворот сверху вниз. Поэтому берем леску с верхней части и набираем на нее 3 фиолетовые. Крайнюю крест-накрест. И снова лески делятся на правую часть и на левую. 15 и 16 звено. Леску, выходящую с левой половины, нужно будет также проплетать через боковые бусины 11 и 12 звена, а на правую часть лески набираем бисер и завершаем плетение звеньев. 15 звено. Левую через желтую, на правую 2 фиолетовые. 16 звено. Левую через черную, на правую 2 фиолетовые. 17 звено. Левую часть лески пропускаем через фиолетовую бусину и на нее же набираем 2 фиолетовые. Делаем разворот слева направо. Снова делим лески на нижнюю часть и на верхнюю. 18 звено. Чтобы сделать разворот снизу вверх, возьмите леску с нижней части и наберите на нее 3 фиолетовые. И снова лески делятся на правую часть и на левую. 19, 20 и 21 звено. Левая часть лески всегда будет проходить через боковые бусины, а правая часть лески мы на нее будем набирать бусинки, чтобы сделать звенья. 19 звено. Набираем на правую часть лески розовую и черную бусины. 20 звено. На правую часть лески набираем 2 фиолетовые. 21 звено. На правую часть лески 2 желтые. 22 звено. Для того, чтобы сделать разворот слева направо, возьмите левую часть лески и наберите на нее 2 фиолетовые и 1 желтую. Желтую крест-накрест. И теперь лески делятся на нижнюю часть и на верхнюю. 23 звено. На верхнюю часть лески набираем 2 фиолетовые и желтую. Делаем разворот сверху вниз.
Снова лески делятся на правую и на левую половины. 24 звено. На правую часть лески набираем 2 фиолетовые, а левая часть лески проходит через боковые бусины. 25 звено. Левую часть лески через бок, а на правую 2 фиолетовые. Последнее 26 звено. Левую часть лески пропускаем через розовую бусину и на нее же набираем 2 фиолетовые и завершаем наше плетение. И теперь нужно просто завершить плетение. Завязываем 2 узелка. Лишнюю леску отрезаем ножницами. При необходимости концы лески можно запаять с помощью огня, но нужно делать это очень аккуратно, чтобы не спалить узелок. Для того, чтобы сделать объемную фигурку, вам нужно будет 2 такие половинки, а затем их нужно будет сшить между собой по боковому шву. Внизу я прикрепила видео, как это сделать. И в результате у меня получились вот такие прикольные мишки с луной. Ставь лайк, если понравилось, как это сделать. Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я желаю вам творческих успехов, вдохновения и отличного настроения. До новых встреч в моих новых видео. Пока!